Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина рыдает ночами без вас? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, что у вас происходит в жизни. Так, знаете, у вас настолько вот какое-то такое состояние, что уже вот вы хотите просто новую хочу. Вот я даже не знаю, каким словом назвать, но настолько сильно вы хотите новую женщину. У вас настолько накопились вот эти страсти, любовь. Вам хочется уже чего-то нового, вот кардинальных перемен судьбы. Хотя еще иногда мыслями вы обращаетесь в прошлое. Вот еще вы не забыли. Вы вспоминаете и свою бывшую принцессу-королевишну, как вы ее кружили, как вы расходились с ней. Это вы все вспоминаете, но как-то оно уже начинает, знаете, вот затухать немного. Вы уже нацелены на будущее, вам хочется перемен, хочется какого-то вот такого тихого семейного счастья. Именно вот семейного счастья. Так, что еще? Личная жизнь сейчас у вас, да, в подвешенном состоянии, потому что у вас вот этот период, пока вы успокаивались, период разрыва, да, у кого-то он, может быть, затянулся. Даже я вам скажу, период, когда вот, ну, как-то не клеится с женщинами. Пока я не вижу возле вас женщины. Ну, как-то, знаете, даже вот вам и хочется, и колется, вот страхи. Вот я уже не в одном раскладе это вижу. Вот есть страхи, вот перед новыми отношениями, страхи того, что вас снова не оценят, предадут. Эти страхи идут, вот, ну прям удивительно, из расклада в расклад просто передаются эти страхи. Но уже что радует, вы больше нацелены на позитив и больше хотите как-то вот в новое окунуться, в новые отношения. Вы же ждете этого, да? Хотя я не могу сказать, что вы очень активно что-то делаете для того, чтобы создать новые отношения. Ну, как-то вот вы живете и живете, да, особо не активничаете. Хотя, в общем-то, знаете, как говорят, ну, для того, чтобы познакомиться с женщиной, ну, хотя бы, ну, хоть что-то элементарное сделай, да. Вот. Итак, смотрим, какая же женщина пришла к нам на расклад. Ой, какая фифа, боже, вся из себя. Я уже, в принципе, сразу догадалась, что это за дама пришла. Сейчас и вы догадаетесь, причем очень быстро. Смотрите, пришла дама, которую вы очень любили. Очень, это даже слабо сказано. Вы ее просто боготворили. Скорее всего, у вас не семья проигрывается, у некоторых дети, может быть, да. Но с этой дамой, вот по башне у нас, да, произошло разрушение, расставание, развод. Дама, которая разбила вам сердце, просто разбила на кусочки, порезала, и которую вы хотите забыть, как кошмарный сон. Так, давайте-ка теперь посмотрим. А почему же эта дамочка рыдает теперь ночами? Что же такое происходит, что она рыдает ночами? Так. Она рыдает, потому что у нее жизнь пошла совсем не так, как она ожидала. Она надеялась, что без вас у нее будет какой-то поклонник, либо же спонсором его можно назвать, да, который будет всячески ее кружить, денежки в нее вкладывать, обеспечивать. Но что-то пошло не так, и у нее нету такого поклонника. Вот она как будто, знаете, сидит у разбитого корыта, и она не знает, что и делать дальше. Она вспоминает теперь, как вы ее любили, как вы старались для нее, как вы все делали для нее, да, готовы были звезду с неба сорвать.
Сейчас ей очень плохо. У нее также могут проигрываться, кстати, финансовые проблемы, либо же проблемы с работой, да, какое-то сокращение, урезание зарплаты. Плюс я не вижу у нее стабильного мужчины. Да, она хочет мужчину, она очень хочет рядом иметь мужчину, но его нет. Одноразовых каких-то ухажеров я не беру во внимание. Так, почему же она еще из-за вас рыдает? Она, знаете, я вам скажу, она мечтает, вот если бы все вернуть на круги своя. Вот это мне очень напоминает ситуацию, когда что имеем не храним, потерявши плачем. Но это, я вам скажу, это на уровне мыслей, мечтаний. Она бы хотела, вот если бы вернуть, да, то было бы все по-другому. Она бы себя вела с вами по-другому, говорила по-другому, делала по-другому все. И разрыва уже не допустила бы. Но это она может именно ночью, рыдая в подушку, об этом думать, потому что она по жизни держит себя как королева, причем снежная королева. Она может быть даже внешне, да, привлекательная, но довольно такого холодного типа женщин, да, вот неприступного. Таких женщин мужчины, как правило, боятся даже вот подойти к ним, познакомиться, боятся. Она может быть еще такого скандального, вот знаете, характера. Мужчины очень быстро видят ее, раскусывают, поэтому они у нее как-то и не задерживаются. И сейчас она ночью рыдает в подушку, потому что она не знает, вот как она будет жить дальше. Одинокой она не хочет входить в старость, она не хочет прозябать в нищете. Потому что ну, у нее финансы поют романсы. Я не вижу, что у нее уж очень большой такой достаток. Она много чего не может себе сейчас позволить, то, что раньше она позволяла себе, когда с вами жила. Она привыкла чувствовать себя вот реально любимой звездой такой, именно звездой. Потому что вы ее такой сделали, вы ее избаловали, вот так правильно я бы сказала. Вот вы ее просто разбаловали своей любовью, своей заботой, вниманием, да. Я думаю, некоторые из вас, ну просто, ну чуть ли не по щелчку пальцев, да, пытались как-то вот все для нее сделать. Любой каприз, сделать все возможное невозможное. Вы впахивали на нескольких работах, да, может быть, какую-то подработку брали, да, ну, то есть, чтобы как можно больше денег заработать ради нее. Вы сами ее, дорогие мужчины, вы разбаловали. Каждый по-своему, но вы ее разбаловали своим отношением. Я уже неоднократно говорила и в своих видео, что да, любовь это хорошо, любовь это замечательно, это прекрасно, да, но когда мы растворяемся в своем партнере, ну это не ценится. Ну, как правило, это не ценится. Ну, может быть, один случай на миллион кто-то и оценит. Но нельзя растворяться. Никогда не нужно забывать о себе. В отношениях все должно быть в унисон. Не должно быть игры в одни ворота. Если забота, то обоюдно. Если внимание, то обоюдно. Нежность, ласка и так далее. Все должно быть обоюдно. А не так, что вы готовы звезду с неба достать, да, а она это принимает. Ну, не зря говорят, что в отношениях, как правило, кто-то один любит больше. Кто-то любит, а второй позволяет себя любить. То в вашем случае, скорее, это вы любили, да? Как это не печально звучит, но ваша женщина, она позволяла себя любить, а вы любили, вы из кожи вон лезли, чтобы что-то подзаработать, может быть, даже одолжить деньги, чтобы какие-то и побрякушки купить, да, вот эти все ее хотелки удовлетворить. Но это не оценилось. А теперь она, спустя какое-то время, теперь она поняла, что она натворила, да. Но она никогда не унизится, она не попросит прощения, она не будет звонить, писать, там, давай помиримся, вернись и так далее. Это не более, чем вот эти вот ночные рыдания в подушку наедине с собой. Вот она сейчас, знаете, у нее проходит период какой-то, ну, переоценки ценностей, что ли. Вот как будто она свою жизнь, знаете, вот обмозговывает, обдумывает, думает, где она совершила ошибку, что бы она изменила, что и как сделать.
И поэтому вот она, с одной стороны, она сама себя ругает, а с другой стороны, ей гордость не даст, чтобы прийти помириться с вами. Она никогда первый шаг не сделает. Если бы вы сделали шаг, да, тогда она бы, и то, знаете, так, с гордо, высоко поднятой головой, она бы что-то еще сделала. А сейчас нет. Сейчас она, да, вот такая вот сильная, дневная снежная королева, ночью превращается в такую, знаете, серую мышку, которая никому не нужна, которая рыдает в подушку, которая не знает, как ей жить дальше, как она запуталась, будет ли у нее дальше мужчина для семьи, для серьезных отношений. Да, вот посмотрите, ей настолько плохо сейчас. Она настолько вот сама себя изводит даже своими мыслями. Эти мысли такие, знаете, вот они довольно сильно ее подкашивают. У нее даже, я бы сказала, начинается вот такое депрессивное, что ли, состояние, когда ничего уже не хочется. Вот просто хочется простого женского счастья, хочется, ну, материального достатка, конечно же, и хочется, но она не знает, как это все сделать и где же взять такого мужчину, который все это даст ей, да. То есть, получается, смотрите, она отказалась от вас, от вашей любви, да, от вашей заботы, всего, что вы делали ради нее. Отказалась добровольно, а сейчас у нее этого ничего нет. И от этого ей плохо. И я думаю, все-таки она ну, получила вот эту вот ответочку. Она свой бумеранг получила, как бы там ни было. Но я всегда всем говорю, прежде чем что-то думать, сделать, думайте о последствиях. Бумеранг, он всегда прилетит. У кого-то раньше, у кого-то позже. Вот ей сейчас прилетел он. И она уже с этим ничего не сделает. Да, она хочет, видите, она хочет снова цвести, пахнуть. Она хочет снова стать той нужной, любимой королевой. Но кто ее такой сделает? Потому что ну, мужчины, которые появляются в ее жизни, они очень быстро ее раскусывают, ее характер, ее корыстность к деньгам, красивой жизни. Это на раз-два просто любой мужчина все просекает и раскусывает. И, как правило, таких женщин просто используют. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!